В этом видео мы рассмотрим вопрос обжалования решений банков и действий компании. Получив информацию о проекте и компании-исполнителе, важно понять два момента. Во-первых, насколько то, что написано на бумаге, соответствует тому, что происходит в действительности. И во-вторых, насколько все это соответствует политикам банков. При подготовке и реализации проектов компания, получившая кредит от банка, частная или государственная, должна строго следовать требованиям политик банков. А именно, компания-клиент должна провести оценку целого ряда факторов, чтобы выявить риски и определить способы их снижения. В число рисков входят следующие: воздействие проекта на окружающую среду, трудовые и рабочие условия, эффективное использование ресурсов и контроль загрязнения, безопасность местного населения, изъятие земель и вынужденное переселение, сохранение биоразнообразия, влияние на коренные народы, влияние на культурное наследие, ответственность финансовых посредников в случае, если кредит получает коммерческий банк, права и интересы уязвимых групп, раскрытие информации и вовлечение заинтересованных сторон. Последний пункт – это один из самых важных аспектов, так как предполагается, что компания проводит консультации с общественностью, где и рассказывает о проекте, и, что особенно важно, учитывает мнение местного населения при принятии решений. Если вы считаете, что какие-то из этих факторов не были учтены, например, не были проведены общественные консультации или проект приводит к вынужденному переселению людей, то вы можете подать жалобу в специальный независимый орган по рассмотрению жалоб. Все международные банки развития имеют в своей структуре этот механизм, который сохраняет свою независимость от руководства банка. Жалоба может быть направлена на электронный адрес, по почте или через электронную форму на сайте. В случае ЕБРР это можно сделать на русском языке, в случае Европейского инвестиционного банка только на английском. При этом вы можете потребовать сохранить анонимность и конфиденциальность информации. Жалоба может быть подана в любой момент реализации проекта и даже после его окончания. После получения жалобы независимый механизм банка проверяет законность и приемлемость ее подачи. То есть рассматривает, касается ли она банка и проекта, финансируемого банком, на какой стадии находится проект и достаточно ли предоставленной информации. На этом этапе представители этой независимой структуры могут связаться с заявителем для выяснения подробностей. Если приемлемость жалобы подтверждена, то механизм предлагает два варианта. Первое – это проведение аудита проекта на предмет соответствия политикам банка. И второе – содействие в разрешении конфликта между сторонами посредством переговоров. Первый вариант представляет собой анализ проблемных вопросов, высказанных в жалобе. Эксперты независимого органа анализируют все предоставленные материалы и доказательства на предмет соответствия политикам банков и законодательства. По результатам рассмотрения предоставляют доклад с рекомендациями для руководства банка. Рекомендации могут быть самыми разными, в том числе предложения по снижению рисков проекта, например, путем изменения локации или технологии, или компенсации ущерба, или даже прекращения финансирования проекта. Рекомендации не обязательны к исполнению руководством банка, но руководство, как правило, прислушивается к ним. Кроме того, в случае с Европейским инвестиционным банком действие или бездействие банка по итогам аудита может быть обжаловано путем обращения к Европейскому омбудсмену. Второй вариант – это разрешение конфликта между сторонами, как правило, между компанией и местными жителями или общественными организациями. Этот вариант предполагает введение переговоров с участием профессиональных переговорщиков, предоставленных независимым механизмом банка. Основной целью данного диалога между сторонами является разработка и реализация решений, которые будут выгодными для обеих сторон. В случае, если переговоры не привели к решению проблемы, вы можете запросить у независимого органа проведение аудита. Об этом мы уже говорили ранее. Например, в 2016 году общественные активисты из Узбекистана подали жалобу в независимый орган Международной финансовой корпорации по поводу проекта компании «Индора». В частности, они заявили о применении принудительного труда при сборе хлопка в Узбекистане. На сегодняшний день переговорный процесс еще не закончен. Но, по мнению активистов, компания существенно снизила риски использования принудительного труда. Выбор варианта зависит от ваших первоначальных требований.
В некоторых случаях, чтобы добиться от компании, например, регулярного экологического мониторинга или улучшения трудовых условий, или компенсации за вынужденное переселение, можно вступить в переговоры. Если же вы хотите остановить проект и требуете прекратить его финансирование, то переговоры вряд ли приведут к желаемому результату. Все жалобы, поданные в независимый орган ЕБРР и Европейского инвестиционного банка, а также результаты их рассмотрения размещаются на сайте в открытом доступе, за исключением случаев, когда заявитель попросил сохранить конфиденциальность. Таким образом, мы видим, что возможностей отстаивать свои права у гражданского общества много, а значит, настало время действовать. Мы будем рады вам помочь.